Слава Украине, привет всем от Полонского. Еще вчера Дональд Трамп говорил, что ты не должен начинать войну, если у тебя страна в 20 раз меньше, чем твой противник, и что-то типа этого, и обвиняя в этом Зеленского. Это он о Зеленском говорил, да? Вот, кстати, я тут же заметил, что ты не начинаешь войну, если у тебя, ты говоришь 20 раз, а у тебя в 120 раз страна меньше, чем весь земной шар. Ну, я имею в виду, по крайней мере, по населению, да? Ну, во сколько-то там, в разы меньше, да? И ты начинаешь торговую войну со всем миром. Ну, это так, ремарка небольшая, бог с ним, да? Вот, но главное тут, что говорит Трамп, да? Вчера он говорит, что Зеленский чуть ли не начал войну. Сегодня говорит, вот сейчас сидит с Мелони, с премьер-министром Италии, которая, по-моему, вот так вот сидит рядом с ним, она, по-моему, она просто в полном офигее от того, что молотит дед. А деда несет, ну как обычно, да, там просто капец полный, мыслеизвержение, да, вот, и он, значит, сейчас несет и говорит, не, я не обвиняю Зеленского в том, что он начал войну. Блин, вчера ты говорил прямо противоположное, ну то есть, понимаете, видно, что, как вам сказать, что этот человек генератор случайных фраз, говорит, что попало, и о каком-то там замысле и так далее, просто вообще речь не идет. Это тупо генератор случайных фраз. А, еще цитаты, это же я просто слушаю, я понимаю по-английски, я слушаю по ходу. Все хотят заключить сделку, а если они не хотят заключить сделку, мы заключим ее за них. Потому что именно это и произойдет. Мы просто скажем, вот что будет. Я не знаю, о ком он, я просто сначала это не слушал, как бы. Я не знаю, о ком он это говорил, о нас, о иранцах, еще о ком-то. Но даже, знаете, вот глупость этой фразы, она такая же приблизительно, как и попытка объявить санкции 185 государствам мира. Ну, это из этой же оперы. То есть, ну, глупость. Этого никогда не произойдет. То, что ты говоришь, никогда не произойдет. Потому что ты говоришь откровенные глупости. Не должен президент такого, в принципе, говорить. Ну и самое главное, от чего я чуть не подавился. Со смеху, я не знаю, тут, да, у меня еще кусочек хлеба. Я даже его со рта вытянул, потому что боялся, что подавлю себя со смеху, значит. Еще он сказал. Джимми Картер умер счастливым человеком. Знаете почему? Потому что он не был худшим президентом. Худший Джо Байден. Это сказал Дональд Трамп. Ну да. Я тоже об этом. Да, ребята. Я тоже. Куда тому Байдену? Господи, прости. Я ж за это, да. То есть, он порит какую-то ахинею царя небесного. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. При этом, при всем, знаете, я его поймал еще на одной очень интересной вещи. Я не понимаю, как так получается, но вот несколько раз он говорил, я не понимаю, журналистам говорил, индийским в частности, он говорит, я не понимаю, что вы говорите. Не понимаю. То есть там женщина индуска задавала вопрос, кстати, на очень понятном таком английском, на абсолютно нормальном английском. Ну, смотрите, у меня же английский совершенно не родной. Более того, я вам скажу, что у меня английский не лучший. Это не мой первый иностранный, да? То есть, ну как, ну я понимаю по-английски, но могу говорить, но вот так, да. Вот. И я все понял прекрасно, что она сказала, когда она ему задавала вопрос. Он ей говорил, он смотрел на нее, потом, значит, на секретаря своего посмотрел, потом опять на нее. Я, говорит, не понял, что ты сказал. И так уже было несколько раз. Он по-моему, не понимает английский язык, или он только какую-то форму английского языка понимает. Или что, как это объяснить? Я, честно говоря, вот этого всего объяснить я не в состоянии. Ну и к украинским делам. Сейчас же вы прекрасно знаете, что Сибига, Ермак, Умеров находятся сейчас в Париже, там переговоры с этими трампистами, с Волцем и с Рубио, ну и Макрон там же. Очень серьезные переговоры, видимо, что касается ответов рашистам и продолжения переговоров с рашистами. Это все нужно, это все хорошее дело, не хочу в это вмешиваться. К чему придут, к тому придут. Но что мне понравилось, что сказал Зеленский по поводу вот этой сделки возможной сделки с американцами по поводу этой редкоземельной штуки. Ну, во-первых, там не только о редкоземельных металлах идет, а гораздо больше речь идет о чем. И она всех тревожит. Почему? Потому что вот они боятся, все украинцы боятся, чтобы этот обладатель замечательной рыжей шевелюры
не обманул нас и не навешал на нас долги. То он хотел на нас навесить 500 миллиардов, потом уже он передумал 350, потом было 300, сейчас уже 100 миллиардов. Говорит, хорошо, ну, 500 не... Знаете, как урка где-то в подъезде. Да 500. Так нет 500. Дай 300. Нет 300. Дай сотню. Так и сотни нет. Ну, вот это же то же самое. Да? Ты ему ничего не должен вообще, ни одной копейки. Но он пытается с тебя что-то сбить. Вот. Хорошо Зеленский здесь сказал, значит, мы не признаем никаких долгов вообще. Речь не может идти о признании каких-то долгов. Если вы хотите что-то делать, ну, значит, приходите с вашими капиталовложениями. Ваши капиталовложения, кстати, могут быть в форме оружия, которое вы передаете Украине. Тогда это будет защита. Нового. Не то, что было передано как дар, в подарок. Это не будет. Новое, если вы будете что-то передавать, да, мы согласны его засчитывать. Вот. И еще один момент по поводу вот этого вот всего редкоземельного шухера-мухера, да, значит, ребята, чтобы вы понимали, в принципе, редкоземельные металлы, конечно, очень и очень важны. И без них, например, невозможно склепать самолеты, например, да, боевые или же транспортные и так далее, пассажирские, невозможно. Но их применение очень ограничено. И рынок вот этих вот металлов очень ограничен. То есть, если я не ошибаюсь, то весь мировой рынок этих редкоземельных металлов на сегодняшний день составляет 14 миллиардов долларов. Вот все, что есть. То есть сумма небольшая, ну, в отношении, как говорится, мирового рынка, сумма абсолютно небольшая и несерьезная. Опять говорю, они очень важны, потому что без них кое-чего не сделать, да. Но их нужно немного и не везде. Поэтому рынок весьма ограничен. С чего он взял, что там на 100 миллиардах может где-то накопать этих редкоземельных металлов? При всем при том, что весь рынок составляет 14 миллиардов. Дай бог, чтобы это на миллиард можно было. То есть у него абсолютная каша в голове, он не понимает, о чем идет речь. Вы ему как-то расскажите, кто там американцы, вы ему расскажите, что вот эти все редкоземельные металлы, там больше разговора, чем дела. Ну, в принципе, ему это рассказывать, что это все пустое. Рассказывать о чем-то человеку, который 6 раз был банкротом и сейчас уверенно движется, знаете, к 7-му, только уже с хозяйством побольше, по-моему, абсолютно бесполезно.